Ну как вы, друзья, соскучились? Это уже 6-й выпуск Сакартвелуа, и сегодня мы поговорим о том, с кем будет играть молодежная сборная Грузии за право попасть на Евро 2024, как изменилась стоимость грузинских футболистов в ближайший месяц, ну и как сыграли эту неделю грузинские легионеры после матчей сборной. Все самое интересное сейчас, в эти 10-15 минут, далеко не уходите, а мы поехали! Итак, события этой недели. Первое, наверное, такое, знаете, в процессе перехода от матчей сборной к клубным соревнованиям, это то, что определился соперник молодежной сборной Грузии. Я напомню, если вдруг забыли, молодежная сборная Грузии обыграла Северную Македонию. Им удалось то, что не удалось взрослой сборной в свое время, да, если помните, стыковые матчи. Тоже по ходу матча счет был 0-1. В итоге молодежная сборная отыгралась, выиграла этот матч со счетом 2-1. И вот все мы ждали, кто же станет соперником молодежной сборной Грузии. И ими стали хорваты. Многие из вас написали, что без шансов, что все очень плохо. Я решил немного посмотреть статистику. Действительно, хорваты в рамках вот этого отбора всего 2 матча проиграли против сборной Португалии. Но, господи, Грузия уже и молодежную Португалию, и взрослую Португалию обыгрывала. Поэтому уж бояться Хорватии точно не стоит. Посмотрела тоже по фамилиям. Нету там прямо таких звездных футболистов. Да, один играет в чемпионшипе за Норвич. Ну, это и все. Поэтому давайте бояться не будем. Ждем матчей. 15 ноября в Грузии, 19 ноября на выезде. До конца еще непонятно, в каком городе Грузии пройдет домашняя игра. Но я надеюсь, что в любом случае стадион будет большой, стадион будет забит, и все вы будете бурно поддерживать молодежную сборную. Ну, а я буду освещать это событие, конечно же. Кстати, что касается взрослой сборной, вы наверняка помните историю скандальную в Албании. Я немного удивлен, что только сейчас появились какие-то новости, но вот УЕФА выпустил информацию, согласно которой Албанская федерация футбола будет оштрафована, в том числе за свист во время гимна сборной Грузии. Знаете, сумма-то такая вот нехилая, 12 500 евро и еще 18 тысяч за блокировку лестницы, ведущей на трибуну грузинских фанатов, и еще 4750 евро за бросание предметов на поле. В общем, такая солидная сумма получается. Мне кажется, вполне себе можно было бы где-нибудь квартиру в Батуми на эти деньги купить. Но албанцы решили иначе, и вот деньги эти на ветер спустили. Знаете, здесь особенно радует, что Лаша Двали сказал перед игрой ответной в Грузии, что давайте мы свистеть не будем. И если вы помните, вот эти аплодисменты были перед албанским гимном. Не знаю, вряд ли УЕФА заплатит что-то за эти аплодисменты, но, по крайней мере, без штрафов, и все это выглядело очень достойно. Новости фондовых рынков. Нет, я шучу. Дело в том, что Трансфермаркт совсем недавно обновил показатели стоимости футболистов, и это коснулось и грузинских игроков. Вы знаете, вообще нет какой-то такой единой динамики, когда все эти обновления происходят, но вот я посмотрел за последний месяц, потому что мы прям пристально за этим не следим. Самый резкий рост у Сабы Гагличидзе, который всего 300 тысяч евро по Трансфермаркту стоил, сейчас его стоимость уже оценивается в 5 миллионов евро, представляете? Вот так вот Эмполи удачно вложился. Ну а Хвича Кварацхелия немного упал в цене с 85 до 80 миллионов евро, но тем не менее он остается в топе игроков серии А по своей стоимости. Это нельзя не отметить. Также небольшой рост у Георгия Кочорашвили, также Зорико Давиташвили, Буду Зевзевадзе. В общем, те футболисты, которые сейчас в Европе себя проявляют, они в цене растут, и я думаю, можно только порадоваться. Ну, кстати, если говорить не только про Европу, то Саба Лабжанидзе, о котором мы еще чуть позже поговорим, он тоже в цене немного вырос. Ну что же, теперь перейдем к действиям грузинских футболистов. Их, как всегда, очень много, но я хотел бы выделить самые яркие, на мой взгляд, и начать, пожалуй, хотелось бы с Жоржа Микаутадзе. Вот это у него борьба постоянная за место в составе. Знаете, вот такое ощущение, что вот он пошел на некое повышение из Меца в Лион. Монако вроде бы он мог играть, но отказался, может быть и лучше там было, не знаю. Но что
сделано, то сделано, как говорится. И вот Жорж Микаутадзе борется за попадание в состав. В эти выходные у Лиона была игра с Гавром, и там, в общем-то, все получалось у команды гостей. 3-0 повели. И вот я думал, выйдет все-таки Микаутадзе или нет. И да, тренер доверил ему место на поле, там буквально 15-20 минут, и несколько эпизодов было ярких. В одном эпизоде Жорж мог добить, там вратарь как будто бы мяч не зафиксировал, Микаутадзе добежал, пытался ударить, но нет, вратарь мяч забрал. Потом была еще одна атака, когда два нападающих остались, по сути, против двух защитников, 2 в 2, перепасовались, и Микаутадзе как-то, вот знаете, в таком какой-то карате-стиле, карате-пацан, вывернул ногу, отдал передачу, и его партнер по команде момент реализовал. И в итоге первое результативное действие Жоржа Микаутадзе, я думаю, стоит порадоваться, стоит, конечно же, выпить за Жоржа, пусть у него все дальше получается во Франции. Что касается Атара Китаишвили, в общем-то, у него и так все получалось, и дела у него прекрасно шли в Австрии. И вот опять яркий матч, дерби, дубль в исполнении Атара. И вы знаете, как будто бы он отомстил вообще всему миру за то, что было в матчах сборной. Вы наверняка помните попытки Атара еще как-то исправить ситуацию в концовке матча против Албании. Не получалось. А здесь первый гол, там, конечно, какое-то стечение обстоятельств, а второй дальний удар, четко, в девятку, без шансов. Но это красиво. Давайте за Атара порадуемся, тем более, что Штурм пока идет на первом месте. Там у Зальцбурга есть матчи в запасе, но яркая победа в дерби 5-2, прекрасно. Ну и Атар один из лучших футболистов в этом матче в составе Штурма. Встретились как-то два грузина в итальянском Эмполи и решили узнать, кто же будет сильнее. И вы знаете, это не какая-то история из прошлого, это настоящая грузинского футбола. И речь как раз таки о Сабе Гагличидзе и Хвиче Кварацхелии. Саба Гагличидзе вообще просто влетел с двух ног в серию А. Он постоянно играет в основе. Ну, может быть, где-то не идеально играет, есть определенные трудности, но он реально стал основным игроком в Эмполи. И вот в этом матче они должны были встретиться прямо, знаете, лицом к лицу, потому что левый фланг обороны Эмполи — это Саба Гагличидзе, и правый фланг атаки Наполи — это Хвича Кварацхелия. Встреча по факту произошла, игроки действительно вышли в старте и провели на поле большую часть матча, но сюжет матча был совершенно другим. У Наполи не было Лоботки, и вот, знаете, как-то конструктивно их игра немножечко развалилась, и Эмполи этим воспользовался. Вообще первый тайм отвозил Наполи просто лицом по полю. Во втором тайме будто бы игра поменялась, но у Хвичи Кварацхелии всего 31 касание мяча. Я понимаю, что это цифры, но все-таки, если даже сравнивать с предыдущими матчами, это очень мало, чертовски мало. Вероятно, может быть, из-за вот этих проблем с доставкой мяча в перерыве Конте решил поменять Лукаку и как-то игру попытаться перестроить. Ну, давайте честно, не особо-то и получилось. Но в итоге из-за того, что Лукаку заменили, когда дело дошло до пенальти, там фол тоже такой, знаете, можно его обсуждать. В итоге к мячу подошел Хвича Кварацхелия, и вот в таком фирменном стиле сейчас так и Левандовский бьет, ну и другие такие опытные нападающие, когда ты подбегаешь к мячу, останавливаешься на секундочку, вратаря кладешь в угол и потом спокойно бьешь в другой угол. Вот в таком стиле Хвича Кварацхелия свой пенальти реализовал, это единственный гол в матче, победа 1-0. Ну, до конца матча ни Хвича, ни Саба не доиграли, они в итоге были заменены. Ну, а после игры, конечно же, пообщались и на поле, и за его пределами, сфоткались у автобуса. Ну, а мне хочется пожелать, чтобы вот во втором круге у нас было уже 3 грузинских футболиста. Напомню, что Саба Сазонов тоже сейчас находится в Эмполи, но, к сожалению, у него тяжелая травма, поэтому сегодня мы его никак не могли увидеть. Но почему бы нам, например, пару защитников в составе Эмполи в матче второго круга не увидеть? Было бы классно, да, и смог бы их Хвича обыграть или нет. Ну, кстати, если говорить про статистические показатели, то вот я сказал, что у Хвича всего 30 касаний мяча, у Сабы Гагличидзе их 42. Ну и оценка чуть-чуть лучше. Вот представляете, Хвича забил единственный гол в матче, его команда выиграла, а он получает 6,7. У Гагличидзе 6,8. Такие средние оценки. Ну и в целом по статистике вы можете посмотреть, что ну не самым лучшим образом выступили эти футболисты. И давайте коротко о других грузинских футболистах. Там не было таких ярких перформансов, которые я сейчас перечислил. Гурам Кашия опять сыграл, вышел в старте с капитанской повязкой. Его Слован выиграл в местном дерби со счетом 1-0. Гурам даже дал интервью после матча. В целом у него хорошие были показатели по этой игре. И он сказал, что да, мы рады выиграть
дерби, и сейчас ждем с нетерпением Лиги Чемпионов. Лига Чемпионов — это совершенно другой уровень. Кстати, там команда Кашия будет играть против испанской Жироны, и почему бы там очки не взять, учитывая, как Жирона сейчас выступает. Мне кажется, эта задача вполне по силам, ну, как минимум забить, а может быть ничью сыграть, а вдруг, кто знает, Владимир Вайс и на победу может замахнуться. Давайте посмотрим. Саба Лабжанидзе по непонятным для меня причинам не был вызван в состав национальной сборной. Не знаю, то ли он там отпуск попросил, то ли он не смог приехать, то ли Саньоль его специально не позвал. Не знаю. Но, тем не менее, вот продолжает он играть, продолжает забивать. Опять один из лучших в составе Атланты. И, собственно, лучше него только вратарь, который тащил как мог только. Собственно, за счет чего Атланта и выиграла. И она еще борется за попадание в зону плей-офф. Там, конечно, все очень плотно и непросто. Но вот Саба Лабжанидзе на стартовых минутах матча обыгрался с партнером, забил в дальний угол. В общем-то, все по канонам. Зурико Давиташвили провел очередной матч за Сент-Этьен. Не был он уже таким ярким, не было такой феерии. Ну, играли, извините меня, против Ланса, команды, которые, в общем-то, борются за самые высокие места. Ну и мало что получалось. Тем не менее, Зурико опять в топ-3 игроков по своим действиям, по оценкам. Его подробную статистику вот здесь можете посмотреть. Специально показываю, что Зурико не сдает, дай бог, без травм, и чтобы все-таки команда как-то под его уровень подтягивалась. Ну, давайте откровенно скажем, что вот, например, в прошлом матче там все-таки голы во многом заслуга именно Зурико. Лука Лочошвили, являющийся фактически основным игроком основного состава национальной сборной, к сожалению, в клубе сейчас испытывает проблемы. В своем Кремонезе он игровой практики не получает. Вот и в этот раз ни одной минуты он не сыграл. А Кремонезе, между прочим, выиграл 2-1 на выезде. Сейчас идет в числе лидеров в серии Б. Но вот такие обстоятельства, к сожалению, вот так. Отар Какабадзе провел очередной матч в качестве капитана команды Краковия, проиграли Леху. И, кажется, по статистике без шансов, но Отар, он в числе лучших своей команды. Давайте это тоже отметим. Да и по статистике, в общем, выглядел неплохо. Мне кажется, это еще один футболист, который был максимально мотивирован после матча сборной, потому что, вы помните, мы анализировали его ошибку в матче против сборной Албании, где он там не совсем правильно выбрал позицию. Ну вот так старается Отар, чтобы, по крайней мере, на клубном уровне все у него получалось. Георгий Гулиашвили набрал гол плюс пас в игре за Сараево против Вележа из Мостара, чемпионат Боснии. Может быть, не самый сильный чемпионат, но голы, в принципе, достойные. Давайте следить за Гулиашвили, что с ним будет дальше. Все-таки первый вызов в сборную он уже получил. Еще один новичок, которого я жду в сборной, но пока его там нет, это Георгий Зария, выступающий за Алматинский Кайрат. Опять он отличился, опять забил 4 гола в 4 матчах, потрясающая форма. Даже на пресс-конференции после матча спросил я главного тренера Кайрата о Зария, каковы его перспективы, видит ли он его в сборной. Он сказал, да, что с Георгием говорили, он мотивирован. И сейчас вот это у него одна из целей, да, показывать себя за клуб, чтобы все-таки попасть в сборную. Я надеюсь, что Вилли Саньоль сейчас смотрит наш выпуск или кто-то из его ассистентов. Или вы смотрите и знаете этих ассистентов, отправите ему туда, не знаю, там во Францию, в Тбилиси или где он сейчас находится. Пусть посмотрит вообще голы Зарья, что это за футболист и как он может играть вообще. Еще не все грузинские футболисты сыграли. Впереди матч Мамардашвили, Цитаишвили, Гулисяне сыграет в Азиатской лиге чемпионов против команды из Катара. В общем, еще впереди у нас много интересного. Ну, а вот что касается этих выходных, пожалуй, что это все. Единственное, мне хотелось бы еще передать слово нашему постоянному эксперту Тимуру Валееву. Он буквально пару слов скажет о том, что он бы отметил в этих выходных и проанализирует действия, наиболее яркие действия грузинских футболистов. Всем привет! Спасибо, Саша, что ввел нас в курс дела по грузинским футболистам. Да? Я здесь немножечко разберу пару-тройку голов, которых поучаствовали те же грузинские футболисты, о которых рассказывал уже Саша, да, соответственно, давайте переходить к видео. Начнем с Отара Китишвили, который 2 мяча забил в матче Штурма, да. Первый гол особо разбирать смысла я не вижу, это было стандартное положение, ему повезло с отскоком, и по сути он поставил еще также точку в игре своей команды. Соответственно, посмотрим с вами этот гол. Сразу же можно отметить расположение игрока.
Вот, в данном случае я его помечаю для вас, да. Что мы видим дальше? Изначально мяч соперника, он атакует, команда теряет мяч, и мяч переходит к штурму. Дальше что мы видим? Опять-таки, да, если вы вдруг потеряли, вот это наш Атар Кетишвили, который пока находится довольно-таки далеко от мяча, и если вы можете заметить, да, он в принципе не очень-то спешит поддерживать атаку, да. Продолжаем смотреть дальше. Команда убегает вперед, счет уже 4-2 в их пользу, соперник, не сказать, что сильно готов обороняться, не очень хороший возврат в оборону. И самое главное, что мы с вами здесь можем видеть, что по сути на экране сейчас у нас до сих пор нету Атара Кетишвили. Он еще остался в опорной зоне и не слишком-то спешит поддерживать атаку. Смотрим далее. Мяч доходит до нападающего, атака чуть-чуть застопорилась, все еще у нас нету Атара Кетишвили, 2 передачи назад, и еще раз игрок разворачивается, и вот только здесь, да, вот он у нас, Атар Кетишвили, мы его видим, здесь довольно-таки большая свободная зона, и он, да, изначально, может быть, не очень активно поддерживал атаку, но обратив внимание, что есть свободная зона и что игроки соперника сваливаются в зону большого количества тех же игроков штурма, ну, понял, что имеет смысл поддерживать атаку и продвигаться дальше, есть возможность для завершения. Вот он получает мяч и, собственно, в касание исполняет шикарный удар в верхний угол. В данном случае вот он исполнил шикарный удар. Это мы с вами видим, да, и по сути ставит точку в этой игре. Отличный гол, хорошая поддержка атаки. В данном случае Атар Кетишвили отыграл как качественный опорник, который хорошо понимает, когда поддерживать атаку, а когда стоит притормозить. Следующего давайте разберем, да, Георгия Зарию. Саша уже не первый раз отмечает этого игрока, потому что он здорово проявляет себя в Казахстане. У него уже 5 голов, 4 голевые передачи, и многие, я думаю, из вас считают, что он вполне может быть вызван в сборную Грузии и может быть полезен. Меня спрашивали, может ли он заменить Мико Утадзе вообще, но я бы с этим не спешил, потому что, во-первых, позиция у Зарии все-таки не центральный нападающий, да, это все-таки больше игрок оттяжки, это во-первых. Во-вторых, надо оценивать уровень чемпионата Казахстана, то есть это не самый высокий уровень, соответственно, насколько он может быть полезен на уровне сборных, пока еще довольно-таки сомнительная история. Давайте посмотрим с вами, снова разберем гол, да, вот в данном случае у нас наш игрок Георгий Зария, да, мы видим, что он уже здесь располагается в оттяжке, скорее в роли центрального атакующего полузащитника, чем нападающего, да. Атака развивается, находится в развитии атаки, идет перевод на правый фланг, и сразу что бросается в глаза, да, вот здесь мы останавливаем, опять-таки я подсвечиваю, где у нас находится Георгий Зария, вы видите сейчас, да. По сути, он находится в опорной зоне соперника. Обратите внимание, где находятся опорники соперника, да, я их выделю сейчас другим цветом нарочно, чтобы вам было видно, да. Они располагаются вот здесь, да, это мы тоже подсветим другим цветом. Они слишком далеко от центральных защитников находятся. И если прямо сейчас это еще не критическая история, да, они наверняка должны поднять голову, оценить ситуацию и увидеть, что в опорной зоне у них 2 игрока соперника, да, я подчеркну, здесь не один Зария, здесь еще также его партнер, который активно просит мяч. Это все опорники должны видеть и реагировать, сокращать дистанцию между центральными защитниками и опорниками и не оставлять такого пространства, да. Что происходит далее? Смотрим с вами. Атака идет в активно выгодную позицию, готовится прострел в штрафную, и опять-таки, да, мы с вами видим огромную здесь зону, да, в которой располагается 2 игрока Кайрата,
в том числе наш Георгий Заря. Ну, это прямая ситуация, да, прямой показатель того, что игра Турана, ну, просто откровенно низкого уровня. И я бы этот гол Зари, честно говоря, высоко бы не оценивал, потому что если соперник оставляет такие большие провалы, да, то цена такому гола не так велика. Тем более, ладно, если это был хотя бы гол, ну, третий, четвертый в игре, да, когда уже, в принципе, результат игры ясен. Нет, счет 0-0, начало матча по большому счету, да, и уже здесь следуют такие огромные провалы в обороне. Мы видим с вами, что вот идет передача на Зарю, вот он у нас, да, и он кладет спокойно мяч в пустой угол ворот, никто ему не мешает, и, в общем-то, высоко такой гол я бы не оценивал. И посмотрим третий гол, который я сам в итоге выбрал, потому что он мне понравился и с точки зрения качества, и с точки зрения важности. Да? Опять-таки, тут здесь тоже начало игры, все еще довольно-таки концентрированы на игре, да, и на игре своей, и на игре соперника, поэтому гол Сабы Лобжанидзе в данном случае действительно можно оценивать очень высоко. Да? Сразу покажу вам. Вот наш Саба Лобжанидзе, да? Тоже, по сути, играет в роли оттянутого нападающего, который располагается все-таки не в первой линии, да, а ищет возможности как бы помочь в создании моментов. Обратите внимание. Партнер Саба Лобжанидзе, да, я опять-таки подчеркну. Вот наш Саба Лобжанидзе, да. Партнер вытягивает соперника, да, вот сюда. Вытягивает соперника, и возникает свободная зона. Сейчас мы все это увидим. Партнер отскакивает, да, видите. Лобжанидзе уже просит мяч. Он уже готов принимать и уже готов искать продолжение этой атаки. Дальше, да, оп, видим. Большая свободная зона, в которой спокойно можно принимать мяч и принимать сразу же вперед и искать вариант впереди. В общем-то, именно это Саба Лобжанидзе и делает, да. Принимает вперед, смотрит, кто впереди, как можно развивать атаку, да. И в итоге придумывает решение, где он вот здесь, да, играет в стенку на партнера и сразу же врывается в штрафную. Отличное решение. Ставит в тупик защитников, да. Здесь можно вопросы к защитникам Орландо задать. Но, в общем-то, Лобжанидзе сделал очень быстрое и качественное действие, да. Еще раз, вот здесь, да, на входе в штрафную, в принципе, все играют 1 в 1. И, в общем-то, да, 2 игрока Атланты находятся в окружении 4 игроков соперника. Ситуация не то чтобы выигрышная. Но Лобжанидзе и его партнер делают ситуацию таким образом, чтобы оказаться, по сути, 1-1 с вратарем. И в итоге Лобжанидзе прекрасно все исполнил. Отличное завершение, отличный момент. И если уж какие-то оценки выдавать из всех этих 3 голов, то гол Сабы Лобжанидзе я его поставил на первое место. Это действительно полезный, важный и действительно качественный гол. Ну, всем спасибо. Саша, возвращаю тебе слово. Да, спасибо большое Тимуру за эту ставку. Очень интересно всегда видеть так изнутри от специалиста, как действуют футболисты. Ну и я надеюсь, что вам это тоже нравится. Если вы хотите, чтобы эта рубрика продолжалась, тоже пишите в комментариях. Может быть, мы какой-то новый отдельный формат придумаем специально. Я, в принципе, всегда к этому открыт. Ну и в заключение хотелось бы еще добавить пару слов о произошедшем в армянском футболе, про армянских легионеров. Опять же, если вам эта тема интересна, пишите в комментариях, может быть, мы расширимся и до выпусков на эту тематику. Передаю слово нашему эксперту по армянскому футболу. Друзья, всем привет! Разбираем выступления армянских футболистов, игроков сборной и которые могут претендовать в сборную на этих выходных. Давайте начнем с игроков, которые выступают в РПЛ, потому что тут большая часть, которая представляет сборную Армении. Самыми стабильными игроками своих клубов наверняка являются Эдуард Спиртян и Иву.
Ивол отыграл 90 минут в матче с Динамо, где команда проиграла 0-4, хотя по оценкам и по игре Ивол, как всегда, выглядел достойно. Спиртян в гостевом матче против Спартака был заменен на 73-й минуте. Команда выиграла 3-0, хотя Эдик не отличился такими действиями. Но если говорить про этих двух игроков, они чаще всех выступают в своих клубах. Далее перейдем к Локомотиву, где выступают два игрока сборной Армении, Тикнезян и Севикян. Оба вышли из замены на 57-й минуте. Тикнезян пока что в этом сезоне не может стать игроком стартового состава, хотя он стабильно играет, выходит с замены. А Севикяну пока что нужно доказывать свою состоятельность после перехода в Локомотив. В 12-м туре РПЛ результативным действием отличился Валерий Царукян. В матче Парена Ростов молодой футболист забил гол, открыл счет в игре, который сейчас считается как президент сборной. Валерий уже неоднократно заявлял, что хочет выступать за сборную, но пока что на данном этапе он не получал вызов, хотя, как мне кажется, если не в ноябре, то уже на следующий отбор мы уже увидим Царукяна рядом национальной сборной. В той же игре вышел в стартовом составе Хорем Байрамян, хотя его давно не было в стартовом составе. Хорем уже в этом сезоне играет не так, как было до этого. Причины разные. Но Хорем перестал вызываться при Александре Петракове. Посмотрим, что будет при новом тренере. На этом сегодня все. Я надеюсь, что вам было интересно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки этому видео. И давайте следить, смотреть за грузинскими футболистами, играющими, к сожалению, вне чемпионата Грузии, который, кстати, очень бурно сейчас проходит, да, там постоянно меняются лидеры, я слежу за этим и каждый раз восхищаюсь. Ну, а я давайте выпью за ваше здоровье, потому что сейчас, знаете, такое время, переходный период, как будто мы уже входим в осень, нужно здоровье беречь, поэтому до новых встреч. Сакартвелос, Гау. Продолжается веселье. Никогда не остановится.